Всем доброе утро! Сегодня я вам расскажу про ICOM 705 после месяца использования. Все его плюсы, минусы и конструктивные особенности всякие. Смотрим. ICOM 705. Для него я уже сделал вот такую вот сумочку удобную. Lowe Pro. Едит 140. Едит его 140. Вот. Очень подходит хорошо к этому трансиверу. Вот распаковываем. Вот так он там. Раза. Это его бокс распечатан в Волгограде где-то. Буду DL2 MAN. Вот. Защита практически по всем сторонам. Еще и экран. Еще усиленная защита. За счет логотипа не продавливается. Экран не продаешь. Вот такой вот ICOM 705. Что еще в боксе здесь у меня в сумочке? Аккумулятор небольшой с зарядкой Type-C быстрой. 4000, 3 аккумулятора 21700, плата балансировки и зарядка. Вполне нормальный аккумулятор. А также провод. Ну, родной провод припаял, разъем XT60. А также гарнитура. Гарнитура простая, обычная. Вот что влазит в эту сумочку. Ее свернем, чтобы не мешало. И пора уже, наверное, включать. Но сначала мы подсоединим тангенту. Я подсоединяю только микрофон, потому что динамик здесь намного меньше, чем вот здесь. Здесь крупнее. Поэтому я подсоединяю вот так. Включаем, держим Power. И он включается. Экран здесь антибликовый. Очень хорошо видно его. Не бликует. Вот. Экран сенсорный. Управление кнопками и сенсором. То есть можно нажать на любую из этих. Но я в основном использую кнопки. Антенну мы сейчас подключим. И будем рассказывать, что в нем такого интересного. И может иногда и странного. Так, подключили антенну, которая подключается слева. Справа подключается питание, а также всякие USB и прочее. Еще сюда вставляется флешка, чтобы записывать разговоры. А также цифры, можно записать сообщения свои и потом их воспроизводить. Тут я докупил аккумуляторы на 3000 мАч, не родные. И сразу припаял к ним плату зарядки Type-C 2S. Задним контактом плюс и минус. Теперь очень быстро заряжается он. Можно прям не снимая с трансивера аккумулятор. Такие в комплекте 2 у меня, соответственно, оба заряжаются быстрой зарядкой. И кабель у меня USB в Type-C на 2 сразу. Очень удобно. Но этот еще не пробовалось. На Сарпинском мы активировали от старого аккумулятора 1800 мАч. Нам все равно хватало. От встроенного аккумулятора у него мощность 5 Вт. Включим трансивер, и он сразу говорит нам, что у нас мощность половина только. От встроенного аккумулятора у него 5 Вт на всех диапазонах, от внешнего 10, даже на УКВ. Я уже работал 10 Ваттами, офигенно, лучше, чем на 5 на портативку. Включаем, сразу видим панораму. Панораму у нас до 1 МГц, можно выбирать вот, от 5 кГц. До 1 МГц. Обычно используется 100 кГц. Этого вполне достаточно. Панорама работает, движется. Все работает. Нам сначала нужно... Что нам сначала нужно? Найти какой-нибудь сигнал. Только что закончилась магнитная буря, поэтому я даже не знаю, что там за сигнал будет пойман. Ну, что-то будет. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть несколько крутилок энкодеров и основной энкодер. Левый верхний отвечает за полосу фильтра. Можно двигать верхнюю и нижнюю часть. Вот, я использую фильтр первый, 2,4 кГц. Двигается как раз верхняя полоса со сдвигом, вот, и нижняя полоса со сдвигом.
То есть с двух сторон его зажимаешь, как вам надо. Нужную полосу можно сдвигать немножко, сверху, снизу, когда давят, что-то кто-то поддавливает, сдвигать можно. Также каждый фильтр настраивается, их тут 3. Раз, два, 3. У меня 2.40 настроен. Вот почему-то вот этот у меня 1.45 почему-то, хотя не должен. 2.40. Фильтры настраиваются удержанием кнопки фильтр. Здесь можно резкость или мягкий. Резкий фильтр используем. Полоса и сдвиг. Можно все это настраивать полностью. Вот, настраивается. Все настраивается. Так, далее нижняя крутилка — это громкость. Громкость, но нажимая на нее, можно squelch, либо RF gain. Но я использую ее как громкость только. Так, дальше. Кнопки вот эти настраиваемые, вот эти. Я вот здесь настроил преамп. Первый преамп, второй преамп. А если долго держать, то аттенюатор. О. Дорогой, я поверил. Но звук прям чистейший с аттенюатором. Принято. Да нет, рядом стоит импортный. Далее, правая крутилка, мульти. Ну, так вот сравнивается. Так, мы ее используем для перестройки быстрой частоты, как и вот этим валкодером, но вот здесь быстрее. Вот. Но нажав на нее, можно мощность 50%, это 5 Вт, усиление микрофона, компрессор, монитор, ну и прочее там можно. Все это нажимается рукой. Также здесь есть расстройка, RID, а также XID, как говорится, TX расстройка. Ну и прочие кнопочки, которые, в принципе, я не использую. Также есть функциональные клавиши. Первая клавиша отвечает за функции всякие полностью, и настройка, и меню, и все. Вот, например, мы можем включить аудио. Мы видим по частотам, видим полосу свою, спектр и прочее. Все написано, уровни. Также голосовые сообщения, аж 8 штук. Можно их настроить, записать что-то. Я буду пробовать записывать звук SSTV, картинку рассылать, пробовать. Здесь можно автоматическую рассылку. Также измеритель, всякие тут разные. Вольтаж, например, вот у нас сколько. Батарея, температура, совсем не греется. Кстати, сутки работал, хоть и не в жаре, но он вообще практически не нагрелся. Также видно компрессор, LC, КСВ и ток потребления от аккумулятора. Вот самое главное. Когда мы нажимаем, и у нас всего 1,5 ампера потребляет от аккумулятора при передаче. А также есть КСВ-метр. Сделан он максимально непонятно. Выбираешь, сколько бар, ну, сколько вот этих столбиков будет. Шаг, например, вот у меня надо 50 кГц шаг. И нажимаешь на вот этот play. И нажимаешь каждый раз. Каждая частота — это бар 1. И вот у нас видно, что чтобы точно настроить, мы где-то вот так 745 на середину диапазона. Но у нас видно, что основа где-то у нас вот тут в начале, где-то 7100 у нас КСВ почти единица, а 1,5 уже где-то на 3200. Но нам это не надо. До 500 кГц. Вот показывает, что 745. Можно вот так. От 7095. Да, чуть ниже у нас КСВ. Можно чуть укоротить. И будет тогда вообще в резонансе.
Это тоже норма. Переключаемся на стандартный режим. Водопад полностью настраивается. Как его полоса, так и столько всего вот тут настроек водопада, что просто вот каждый цвет можно настраивать всякий. Но я настрою вот так. Мне достаточно. Еще одна интересная функция водопада, чтобы вот это вот не плавало. Вы, например, увидели, вот здесь кто-то работает. Пока к нему перевели, уже непонятно, где он. Есть центр. Вот. Вот вы можете двигать вот так. Но оно было бы не полной, если бы не придумали еще один режим. Удерживайте. Scroll F. И тогда вы можете переключаться вот так вот. Просто по водопаду гулять. И ничего нигде не сдвигается, ничего. Это офигенно. Так, убавим, чтобы... Вторая кнопка очень классная штука. Это функции. Здесь мы включаем, можно... Если кнопка что-то не включается, отдельно вот здесь прям первый, второй. Если вы долго удержите, тюнятор. Ару у меня средняя. Ночь фильтр. Вырезает полосы офигенно. Просто вот вырезает подчистую. Noise бленкер. Шумодав. Сплит. Вокс. Компрессор. На передачу полоса у меня средняя. Монитор. А также здесь мощность от батареи 5 Вт. И дуплекс. Не знаю как. Каждый из них настраивается удерживаемый. Если удерживать, то вот он. Да Вот. ничего, нормально, Серег, потихонечку живем. Вообще. Раз с утра уже солнце палит, да не могу прям. Такая же картина, только латун был, то на тебе сразу. Вот шум. Понятно, ведь, желание веток с нами оставайся на приеме. Нет, я услышал тебя. Ну, где-то 3 использую обычно. Пойду дальше. Ладно, Сереж, всего доброго, удачи, здоровья. 7-3, до свидания. От внешнего аккумулятора около 300 мА. Это на уровне FT817. При таком большом дисплее, я не знаю, как это сделали, но это работает. Кнопочка Quick. Здесь можно записать. Rec Start нажимаешь. И пошла запись. Ну, что интересно, на записи совсем другой звук. Rec Stop нажимаешь. Все, меню. Record. Play Files. Сегодня у нас 31. Вот он. Желаю тебе дня хорошего наступающего. Вопросов нет. Вот. Записалось. А что ты мне послушал? Что-то не сказал. Что еще должен был сказать? Все принято. Здоровья тебе. Здоровья еще раз. До свидания всем. Я радио 4, радиоцентр на приеме. Роман 4, Анна Мария, дробь поле. Карпо что-то не слышит. Это не знаю как. Слабовато. Вот. У нас, например, полоса. Сейчас мы ее вырежем. Ставим ночь. Все. Полосы нет. При этом, если бы был здесь голос, то вполне все работало и слышно было бы. Да, достаточно сильный минус. Мы не видим полосу принимаемого сигнала. Вот на этой линии. Как вот в русских трансиверах и китайских. То есть мы не видим, насколько вот, где точно вставать. Но при работе активной в эфире это уже не думаешь об этом. Что интересно, еще мы видим, насколько расстройка. Вот нажимаем расстройку и расстраиваем вот так ее. Так, где у нас рит? Вот она. Мы идем расстройку и видно, что передатчик красный, а зеленый это на прием. На 1 кГц отошли. Если долго держать, то будет передача на 1 кГц снижена. Маркер потом исчезает, хотя его можно же оставить. Ну, сегодня прям удачно приехал. Магнитная буря.
Связаться ни с кем, наверное, не получится на 10 ватт. А почему у меня 10 ватт? Потому что мне нравится 10 ватт. На 10 ватт мы много чего активировали на разные антенны. Просто сейчас солнечная активность и магнитные бури, поэтому более сильный усилитель нужен. Усилитель к нему есть. Это вы видели еще, как мы на Сарпинске ездили. Усилитель очень хороший, работает на всех диапазонах, не надо ничего перестраивать. Ну и антенна молодец, конечно. Лучший усилитель — это антенна же у нас. Поэтому вот такой трансивер. Из плюсов, конечно, что это SDR, еще и на плисе. То есть очень хорошая штука, очень хорошо давит шумы, меньше помех, мало пораженок. Вот. Из минусов, конечно, форм-фактор — это реально кирпич, весит он 1 килограмм с чем-то. Но зато это SDR, и тут напрямую можно в RTTI работать, по USB подключить к телефону и работать в FT8. Ну еще и самый главный минус — это цена. Взял я его где-то за 150 тысяч. Но дальше еще буду по нему снимать обзоры. Буду работать в эфире разными модами. Телеграфом попробую. Телеграф еще не пробовал даже. Тюнер к нему куплю. Предыдущий тюнер ATU-10 я продал вместе с 817. К сожалению, он как раз сюда подходит. Подключается напрямую через AUX. Такой штекер. И работает через вот эту кнопочку автотюн. Ну ничего, прикуплю его, буду с ним работать. Антенна у нас хорошая. Так что ждите следующих видео. Всем пока.